Сейчас я постараюсь сделать такое драматическое выражение лица. Он бы узнал, кто он есть, получая любовь, мнение, оценку, одобрение вот того самого зрелого, взрослого, любящего, которого у него в детстве не было. Понимаете? Хрустальный гроб или это башня. Как вы думаете, что? Правильно. Это ее бордерлайн, это ее пограничное расстройство, это ее нелюбящие родители. Здравствуйте. Речь, как обычно, в основном пойдет у нас про любовь и личные отношения. В руках у меня карты. Во второй половине программы я кому-то погадаю, буду отвечать на ваши вопросы и комментарии. Как вы помните, в прошлой программе я рассказала вам свой прекрасный и ужасный сон. И, к сожалению, большинство зрителей сходятся во мнении, что тот прекрасный принц, тот мальчик из моего сна отошел в мир иной, оказался в лучшем из миров, и поэтому начал мне сниться, поэтому он перешел в другое качество. Я надеюсь, что это не так, но, может быть, тоже немного склоняюсь к этой версии, и вы спрашиваете, почему я не погадаю на картах, если мне так интересно о нем узнать, и почему я не найду его в соцсетях. И вы знаете, есть ответ, просто боюсь. Боюсь гадать и боюсь искать его в соцсетях, хотя, думаю, найдется, если не он, то его дети, потому что фамилия там очень редкая, приметная фамилия. Вот так, в любом случае, спасибо большое, что вы обратили внимание на меня, на мой сон, рассказали, что думаете, как-то интерпретировали символы в этом сне. И тему сегодняшней программы нам задала Мира Мирова. Она написала такой комментарий, я вам его уже читала. Где же их идеальных-то наберешься, имеются в виду идеальные мужчины, идеальные партнеры для жизни. Как-то жизнь предлагает все больше не идеальных, а идеальные только в сказках бывают, наверное. И я вам сегодня расскажу чуть позже, что делать, чтобы находить идеального мужчину. Но сначала поговорим о том, почему, в принципе, у вас может не складываться личная жизнь. Интересна вам эта тема? Тогда слушайте. Первое. Сейчас я постараюсь сделать такое драматическое выражение лица. Кто-то рождается для удачи, кто-то рождается для бесконечных ночей. Еще раз. Кто-то рождается для удачи, кто-то рождается для бесконечных ночей. Это фраза из одного известного фильма, очень интересный фильм, но очень грустный, он называется «Мертвец». Снял его в далеком 95-м году Джим Джармуш, американский кинорежиссер. В главной роли, вы угадали, наш любимый Джонни Депп, еще совсем юный. И устами второго главного героя, это индеец по имени Никто, произносится вот эта вот простая истина, которую нам надо, в общем-то, почаще себе повторять, потому что она и хорошая, и плохая, и пессимистичная, и оптимистичная для нас. Кто-то рождается для удачи, кто-то рождается для бесконечных ночей. В любви, девочки, друзья мои, женщины, нужна удача. Так же, как и во всем остальном. Нужна удача, чтобы прославиться. Нужна удача, чтобы разбогатеть. Нужна удача, чтобы сделать карьеру. И в любви тоже она нужна. Не зря же в популярной песне поется: «Не везет мне в карты, да? Повезет в любви». Или там «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Это такая тема, это такая зона, понимаете? Вот представьте, что вращается наша голубая планета, вот этот вот земной шарик вращается вокруг Солнца, бесконечной Вселенной. И каждую минуту, каждый час десятки, сотни, тысячи людей родятся. И, естественно, это такое лото, это такая лотерея. Кто-то родится для удачи, кто-то для бесконечных ночей. Кто-то при рождении вытягивает вот этот счастливый билетик, разворачивает, условно говоря, а там написано: все, судьба тебе стать знаменитым актером, которому весь мир будет поклоняться. Джонни Депп вытащил такой билетик, да, при рождении. А у кого-то счастливый билет гласит: ага,
Ты счастье найдешь в любви, бесконечное, абсолютную гармонию, счастье в любви. Но кто-то, я думаю, что большинство из нас вытащили пустые билетики, где не было ничего подобного написано, где не было подобного предсказания. Кто-то рождается для бесконечных ночей. Поэтому вот это первая причина, плохая и хорошая. Плохая, потому что, горько, наверное, неприятно это осознавать, что ты родился, вытащил при рождении вот эту пустую бумажку, где нет удачи ни в чем. А это в то же время очень оптимистичные слова, потому что вы же не знаете и до конца жизни не узнаете, что за бумажка вам досталась, где вам судьба приготовила удачу. Возможно, в той же самой любви, в тех же самых любовных отношениях. Каждый день может вам эту удачу принести, показать. И если сегодня совсем темно и скучно, то завтра уже все может измениться. Вы заранее не знаете про свое везение. И в этой теме тоже, да? Видите, как полярна Вселенная. Любая фраза, любые слова, любой тезис обязательно можно развернуть хорошей стороной и плохой. Второе, что я вам хочу сказать. Вторая причина, почему может не складываться ваша личная жизнь. Знаете ли, этот термин не мой, это психологи его используют, хотя он, может быть, звучит не слишком по-научному, не слишком профессионально, но действительно есть люди, пригодные для отношений, и есть люди, непригодные для отношений. Непригодные для отношений – люди, имеющие определенные проблемы. Это проблемы самоидентификации, проблемы привязанности. И таким людям действительно лучше находиться одним. На примере, пожалуйста, Эмбер Хёрд, наша любимая героиня «Последних дней», которая проиграла судебный процесс против бывшего мужа совсем недавно. Я считаю, что вообще вот эту историю, этот судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд надо смотреть, надо знать, и на ней надо чему-то учиться, потому что это не просто такой вот частный, знаете, местечковый суд между двумя любовниками бывшими, которые что-то не поделили. Я уверена, что эта история войдет в анналы, потому что там так много можно узнать про психологию людей, про психологию отношений и про общество, про мир, про устройство общества. Сразу скажу, что значит про устройство общества. Это маленькая сноска, не имеет отношения к теме программы, но вы заметили, с каким блеском выиграл Джонни, мужчина, и с каким позором проиграла Эмбер, женщина. На их примере мы все должны понять и запомнить, что если дело доходит до чего-то серьезного, если спор касается серьезного ресурса, в данном случае это большие деньги, огромные, колоссальные деньги, то не надо противостоять мужчинам. Они все равно победят. Они могут быть сколько угодно лояльными и снисходительными, могут нам все прощать, уступать дорогу, но только если не затронуты по-настоящему серьезно их денежные интересы. Денежные интересы-репутационные риски, потому что в этом процессе и то, и другое затронуто. И я расстроена и разочарована вердиктом суда этим, потому что я вижу великую несправедливость, я вижу, что очень много суд проигнорировал, и решение вынесено очень такое, знаете, однобокое, однозначное. Если хотите, мы можем поговорить об этом в одной из следующих программ. Но к чему это я вспомнила Эмбер? Вот одной фотографии его отца, мельком где-то ее отца, мельком где-то увиденной, мне хватило, чтобы понять, что это за типчик. Позже что-то в интернете я еще более детально о нем услышала. В общем, посмотрите тоже сами. Я не хочу эти все мерзости пересказывать, но у Эмбер очень плохой папа. Вот реально, объективно, сильно плохой человек. Там список, мерзейший абсолютно, нижайший такой список. И это только за то, за что он привлекался. Это то, на чем его поймали.
понимаете? А сколько еще не поймали. Естественно, в семье было насилие. Естественно, основная фигура мужская, вот этот вот мужской архетип был вот этот вот горе-папаша, на которого девочки смотрели, Эмбер и ее сестра, может, еще там есть сестры, братья, не знаю. Вот, что из нее, бедняжки, могло вырасти? Какую модель поведения в отношениях она могла почерпнуть и в себе взрастить? Никакую. Девочка выросла в шизофреногенной среде. Это официальный термин, психиатры его используют. И это еще хорошо, что обошлось только пограничным расстройством личности у нее. А вообще-то вот в такой семейке она могла полноценный психиатрический диагноз заработать, и могла бы не стать актрисой, и могла бы, не знаю, уже в подростковом возрасте закончить жизнь в какой-нибудь клинике. Понимаете? Такой наркологическо-психиатрический путь в этой семье, ее был туда. Я думаю, что Эмбер на самом деле герой. Не снимаю с нее ответственность за вот эти все безобразия, которые она творит. Вот. Но она герой, у нее по-настоящему стальной, сильный характер. Кстати, очень характерный именно для апрельских тельцов. Она родилась 22 апреля. В день рождения с Лениным, в один день с Лениным, с Владимиром Ульяновым. У того тоже с характером все в большом порядке было, да, мы понимаем. Вот. И я думаю, что она совершила большой подвиг в жизни, вот в том, насколько она состоялась. Да, теперь жизнь и карьера ее в крутое пике уходит, то есть вот это трудное детство, ужасное, кошмарное, ее возвращается. Будущее весьма призрачное ее, сомнительное, но тем не менее она очень-очень много смогла. Давайте это обсудим. Мне очень хочется этот судебный процесс этих людей и вердикт суда этот все-таки обсудить, потому что там есть что нам почерпнуть для нас. Так вот, на примере Эмбер есть действительно люди, непригодные для отношений, которым лучше быть одним. Это люди, как в детстве формируется эта непригодность для отношений, кстати, как для личных, так и других социальных, дружеских, родственных и так далее. Рождается ребеночек, начинает осознавать мир, и вдруг выясняется, что у него рядом нет достойного взрослого, с которым у этого ребеночка может установиться здоровая, сильная, крепкая эмоциональная привязанность. Это часто бывает. Знаете, как говорят, у 7 нянек дитя без глазу, да? Ребенок может быть окружен многими взрослыми. Бабушки, няни, папы, мамы, там, я не знаю, дяди, тети. Но представьте, среди вот этого множества взрослых запросто может вообще не оказаться достаточно эмоционально зрелого человека, который сможет этого ребенка, ну, просто говоря, любить. Все могут воспитывать, может быть, менять памперсы, водить на прогулку, устраивать в престижную школу, но ни один не сможет любить, ни один не сможет понять. И вот эта ниточка, вот эта вот эмоциональная связь ни с одним не установится. И ребеночек растет в состоянии постоянно потерянном, в состоянии фрустрации. Он оборачивается по сторонам. Ребенку, любому даже детенышу животного нужен один всего лишь взрослый, с которым он будет общаться, зарабатывать свой эмоциональный интеллект, и для того, чтобы вырасти полноценным в обществе, полноценной личностью. Если такого человека нет, вот как раз вырастают такие подранки с пограничным расстройством личности, с различными биполярными расстройствами, ну и так далее. Хотела сказать психопаты, но нет, психопатия — это врожденный диагноз. То есть это такая игра генов. Иногда многим на пользу, кстати, идет. Вот в случае с Эмбер мы видим, это абсолютно классический вариант. Что происходит с таким ребеночком, когда он вырастает, достигает уже там подросткового возраста, становления и совершеннолетия? Возникает первое, там много проблем, это, конечно, на 8 часов можно лекцию развести, да? Но я стараюсь очень краткой быть. Первое, самое главное, у такого ребенка во взрослом возрасте колоссальные проблемы с самоидентификацией. Этот ребенок не знает, кто я. Он бы узнал, кто он есть,
получая любовь, мнение, оценку, одобрение вот того самого зрелого, взрослого, любящего, которого у него в детстве не было. Понимаете, да? Вырастает человек, который не понимает, кто он есть. И он воспринимает себя весьма полярно. И амплитуда очень большая. От абсолютного, знаете, ощущения грандиозности своей и грандиозности собственной жизни до полного уничтожения, до полного обесценивания. Это вот как мы говорим, мания величия на почве комплекса неполноценности. Ну и человек, естественно, не познавший себя, вечно мечущийся между этими двумя полюсами, я раб, я царь, я червь, я бог, да, не может состоять в полноценных отношениях, понимаете? Потому что ты должен состояться, ты должен осознать себя как личность, осознать дальше свои желания, свои возможности в любви. Вот. И то есть это то, что Кастанеда называет точкой сборки. Вот у такого человека, непригодного к отношениям, очень слабенькая, очень такая подвижная, несформированная точка сборки. И дальше что с этими людьми происходит? Поскольку нет вот этой цельности себя, нет вот этого жесткого каркаса внутри себя, рождается бесконечный, знаете, такой ледяной, ужасающий страх одиночества. Что такое страх одиночества? Это когда ты живешь и все время боишься чуть-чуть приоткрыть не ту дверь, из которой на тебя подует вот этим самым одиночеством. И то есть такой человек ужасно страдает, когда рядом никого нет, и страдает точно так же в отношениях, находясь в отношениях, потому что растворяется в отношениях, не видит границ, не соблюдает собственные границы, привязывается чрезмерно, слишком сильно. Его любовь более похожа на болезнь, на какую-то зависимость. И точно так же у такого человека очень большие трудности с оценкой, здоровой, реалистичной, взрослой оценкой партнера. Здесь тоже всегда присутствует два полюса от абсолютной идеализации, возведения на трон, обожествления партнера до полного его обесценивания. И в отношениях такой человек именно мечется от идеализации к обесцениванию с партнером. А любой другой, ну вот партнер здоровый, нормальный, пригодный к отношениям, не может находиться рядом, не может. Для него это слишком нестабильно, для него это слишком странно, для него это слишком нервно. И хорошая новость здесь, пожалуй, если вы себя узнали в каком-нибудь из моих предложений, я думаю, что узнали хотя бы в одном, да, вот, можете считать себя, ну, хотя бы чуть-чуть непригодными к отношениям. Мне кажется, это полезно, осознать проблему, чтобы потом ее как-то решать. И вот хорошая новость в том, что такой человек, не способный к отношениям, ну, псих в просторечии, да, вот, это действительно, как правило, пограничное расстройство личности. Borderline, тот самый популярный сейчас, который все себе приписывают и все обсуждают. Ну, если повезет сильно, то вы найдете такого же психа с какими-то похожими изъянами. И вы вот так вот, как пазлы, совпадете, понимаете, и будете очень счастливы. Но должно повезти. Я вам этого везения, безусловно, желаю. Но в целом же хочу сказать, людям, плохо пригодным к отношениям, нужен, как правило, спасатель. Не партнер, там не муж, не жених, не какой-то развлекатель, не украшение жизни, а именно вот спасатель. На этом, мне кажется, построены все сказки, да, многие сказки. Вот этот принц. Что такое башня, в которой заключена принцесса Фиона? Вообще любая прекрасная принцесса. Это хрустальный гроб или это башня? Как вы думаете, что? Правильно. Это ее бордерлайн, это ее пограничное расстройство, это ее нелюбящие родители, это ее брошенность, непонимание себя. Она как бы живая, но как бы она и мертвая. Мертвая
имеется в виду ее неспособность воспринимать себя и мир, неспособность вступать в отношения. А принц, вот он скачет, да, на своем коне, там, преодолевая разные препятствия, это тоже его комплексы, для того, чтобы ее спасти. Вот. Такой вариант тоже возможен, и бывает, что появляется спасатель. И вот две позиции я вам рассказала. Почему может не складываться личная жизнь? То есть это не везение и непригодность к отношениям. Но основная тема у меня все-таки другая. Идеальный партнер. Так, мы возвращаемся к теме прошлой программы. Я вам там категорически не рекомендовала ронять планку. Я говорила, что вам нужно находить мужчину только сильно лучше себя, чтобы считать себя недостойной, постоянно бояться его потерять, постоянно достигать, тянуться и улучшаться. И как же все-таки искать того самого достойного мужчину? Вот здесь я прошу вас, это такой своеобразный туториал. Я предлагаю вам лабораторную работу, совершенно практические конкретные советы, никакой абстракции, это прям под запись. 3 шага. Первое. Что вам мешает найти идеального партнера? Дело в том, что вы в этих своих поисках любви руководствуетесь рамками реальности, но не задаете реальность сами. Не задаете реальность сами. Вы исходите из того, на что как бы можете рассчитывать. Вот простой пример. Простой пример. Например, возраст. Такой критерий, наверное, первичный, основной критерий отбора – это возраст. Вам, допустим, 52. Прекрасный возраст, вы в активном поиске, но у вас стоит такой блок, барьер. Вы говорите себе так: мне 52, значит, я не могу рассчитывать на молодого мужчину. Значит, на меня может клюнуть, польститься только какой-то герой, ну, скажем, лет 60-70. Может быть такое. Но дальше, внимание, в чем проблема? Вам не нравятся категорически 60-летние люди, и уж 70-летние тем более. И когда вы обращаете внимание ваше на вот эту категорию партнеров, вы, ну, что называется, роняете планку. И понятно, что никто из этих мужчин не окажется для вас идеальным, и никакой идеальной истории с ними у вас не будет. Поэтому вы сбрасываете эту настройку. Вот представьте, что у вас есть заданные какие-то настройки, непонятно кем заданные. Вами когда-то давно в заблуждениях, другими людьми, социальными нормами. Вот есть настройки какие-то, вы их сбрасываете, полностью обнуляете. То есть по возрасту берете прям всю линейку от 18 до 80. Я серьезно сейчас говорю, дальше я потом объясню, что делать с этой линейкой. Следующий критерий отбора какой? Ну, например, пусть будет у нас рост. Может иметь значение. Не для всех, но может иметь значение. Допустим, вы маленького роста и говорите: о, ну на меня уж невысокий мужчина не посмотрит, мне вот какой-то вот тоже такой же рядом. Опять же проблема, вам мелкие мужчины не нравятся, вы балдеете от, ну знаете, таких баскетбольного типа, от звезд NBA, двухметровых красавцев, да. Опять же, идете на свидание с каким-то низкорослым мужчиной, я ни в коем случае не против низкорослых мужчин, я так вообще люблю, чтобы не выше меня был персонаж. Вот. И все. Тоже не попадаете, тоже пролетаете, потому что он вам не нравится изначально, влекут вас другие. Значит, эту линеечку, эти настройки просто сбрасывайте. И точно так же про все остальное. Я прошу прощения, не могу не пить, у меня остатки после ангины, поэтому я вынуждена каждое слово почти что запивать. Вот. Следующая настройка. Вы говорите: так, ну я бедна, я несостоятельна, значит, богатые мужчины на меня не посмотрят. Дальше все по той же схеме, да? Сбрасываете настройки, полностью исключаете какие-то ограничения, значит, от и до берете.
Так любые параметры, любые. Нравственность, просто внешность. Ну что еще? Профессиональный уровень, социальный уровень. Вот все, что вот только для вас важно, что вы можете представить в партнере. Знаете, для кого-то и цвет глаз важен, для кого-то и там стиль в одежде важен и так далее. Вот, вы все эти настроечки лишние, которые продиктованы вашими комплексами, вашими заблуждениями, сбрасываете. Это первый шаг. Вот так вот просто это все звучит, кажется. На самом деле это довольно сложно сделать или нет? Но попробуйте, тем не менее. Попробуйте. Вот. И это первый шаг. Второй шаг. Нужно эти настроечки задать заново. И вот здесь мне жутко интересно, какими они будут у каждого из вас. Опять идете по списку. Мне кажется, что ради такого дела, если вы действительно заинтересованы в будущих отношениях, можно даже взять бумажку, не полениться это все написать. Да? Дальше вы задаете эти настроечки заново, но уже по другим принципам, так, как подсказывает вам ваше подсознание, ваше сердце, то, что вы действительно хотите, без всяких рамок. Опять же, начнем с того же возраста. Сердце, ну, нравится вам мужчины до 35, пожалуйста. Вы закладываете вот этот промежуток 18-летний. Дело в том, что вот эта линеечка, вот этот весь бесконечный диапазон обязательно сузится, он у вас не останется таким. От 18 до 80 он не останется. Вот подумайте сами, зачем вам 18-летний мальчик? Скучно. Вообще, фу-фу-фу, неинтересно, да? Вот. Он будет сужаться. Вам, например, нравится мужчина примерно какого-то возраста, там 30-35. И вы себе эту настроечку новую задаете. Точно так же все остальное. Состоятельность, деньги. Это, в принципе, в теории кажется, что нужен бесконечно богатый мужчина. Но если вы представите, что вам доступны все мужчины, самые богатые, из списка Forbes мировых, там, на уровне Илона Маска и Стива Джобса, вот. Если вы представите, что вас ничто не ограничивает на эту тему, то у вас здесь все равно эта линеечка сойдется в маленький диапазон, потому что вообразите, вот что вы будете делать с сильно богатым мужчиной, баснословно богатый, да, с таким, который вам на второе свидание яхту может подарить. А вы его не захотите, потому что это так далеко, это чуждо. Не зря говорят, богатые люди особые люди, да? У них даже лица другие, выражения лиц. Вот. И вы эти настройки тоже сдвинете до какого-то очень реального уровня. Например, там, чтобы вот, ну, такая зарплата у него была, или чтобы его бизнес вот приносил какие-то нормальные деньги. Пожалуйста, если вам действительно вас не пугают, не смущают, и вам действительно нравится сильно богатый мужчина, вот из списка Forbes, пожалуйста, оставляйте в ваших настройках именно такого человека. То есть от нуля до бесконечности дохода. Оставляйте. Это важно, чтобы тут только ваши желания работали. Точно так же все остальные критерии. Образовательный уровень, нравственный уровень и так далее. Вот это вот все. И вот у вас заданы эти настроечки. Новые. Посмотрите, какой портрет. Вот можете даже действительно бумажки. Первое – это то, что вам кажется сейчас изначально, какого мужчину вы плюс-минус можете найти. В том месте, где живете, в тех местах, где вращаетесь, с вашим собственным каким-то потенциалом по ресурсам. И второй портрет у вас будет уже новый, с новыми данными, тот, кого по-настоящему вы можете признать для себя идеальным, да, я уже почти шепотом говорю. Вот, и вы знаете, это будут разные люди. Это будут разные люди. Но вам важно зафиксировать в своем сознании портрет второй и дальше его закрепить. За один день не получится, потому что вот с этим вот первым портретом какого-то убогенького мужичка, про которого можно сказать только хоть плохенький, но мой, с этим первым портретом вы давно срослись, сжились, он с вами многие годы. А вот этот новый портрет, который вы только что задали для себя, написали, да, может пока смущать и пугать. И здесь мы переходим к третьему пункту. А третий пункт,
тоже простой и сложный, почаще про этот образ вспоминать, зафиксировать его в своей голове. Кстати, можно и на бумаге, неважно, умеете вы рисовать или нет, можете, ну, как попало, этот портрет нарисовать или вырезать из журнала, распечатать какую-то картинку, фотографию из интернета человека, который максимально похож на ваш идеал по возрасту, там, цвету глаз и так далее, форме носа. Вот. И здесь уже актуально, может быть, какие-то такие прикладные вещи, типа карты желаний. Можно портрет этого воображаемого человека приклеить над кроватью на карту желаний. Поверьте, это работает. У моих подруг срабатывало даже давным-давно, еще в какие-то 90-е годы. Вот. Портрет может быть незнакомого человека, случайного, может быть, это известный актер, почему бы и нет. Тогда вы встретите кого-то похожего по разным параметрам на этого актера. Вот и все, вот и все. Таким образом, получается, что вы, ну, в этом сегменте жизни, в личной жизни, в поисках партнера, как бы управляете реальностью. Как это работает, на самом деле, в общем, мистики, особой магии даже никакой нету. Все откладывается в вашем подсознании, а ведет нас по жизни именно оно, наше подсознание. И это подсознание с этим образом нового мужчины приведет вас туда, где его можно встретить, понимаете? И потом вы по непонятным причинам, например, переедете куда-то или просто поедете отдыхать, куда прежде не собирались. Подсознание подскажет вам, что вот этого идеального мужчину на ваших нынешних дорогах, на вашей на работе, по дороге на работу, в тех кафе, куда вы ходите с подругами, такого мужчину встретить нельзя. Это подсознание сделает выводы. И оно будет вас куда-то выводить. Понимаете, выводить. Если вы нарисовали в сознании портрет какого-то, знаете, ну, азартного, но обаятельного алкоголика, некоторые любят таких, то ваше подсознание вас однажды приведет на ипподром, на скачки, на бега. Там все такие, поверьте. Если наоборот, вам нравятся ботаники, знаете, такие интеллектуалы в очках, то ваше подсознание приведет вас в читальный зал Ленинской библиотеки, как героиню известного фильма «Москва слезам не верит». Да? Героиню это играла Ирина Муравьева. Вот и все. И вот так чудесным образом ваша мечта про идеального героя встретится. А вот то, что написала наша зрительница, ну вот где их идеальных-то наберешься, я рассказала, где подсознание само, все, живите своей обычной жизнью, держа вот этот идеальный образ, почаще перечитывайте вот эти параметры, которые вы задали, и ваше подсознание вас, поверьте, на нужные дороги выведет. Так мы отвечаем на вопрос «где?». А когда жизнь предлагает неидеальных, как вы думаете? Вот, да? Читательница, зрительница пишет, жизнь предлагает все больше неидеальных. Так естественно, если вы понятия не имеете, кого вы хотите, жизнь вам и предлагает неидеальных. Что к берегу прибьется, понимаете? Вы начинаете отношения вот с теми мужчинами, которые случайно прибиваются к вашему берегу. А к берегу что прибивается, мы все знаем, да? Мусор прибивается к берегу. Вот. И это работает как шопинг, да? Консультанты по шопингу ведь часто сейчас пишут и говорят, что идите в торговый центр, точно знаю, что вы хотите. Вообразите, а лучше даже нарисуйте на бумажке эту юбку. Какую вы хотите? Юбку-карандаш графитного цвета с разрезом впереди. Идите, держа ее в голове. И ваше подсознание по мельчайшим каким-то сигналам найдет тот самый отдел, вы купите эту юбку мечты. А если вы идете, ну просто на шопинг, ну просто что попадется, ходите, конечно, вы покупаете какую-то ерунду, недостойную вас вещь, напрасно тратите деньги, потом ее выбрасываете или дарите своей некрасивой подруге. И вот вспомните времена, когда мы все были молоды, легки и грациозны.
времена, когда мы учились в институтах, университетах. Вы все понимаете, да, что лучших мужчины, простите, если вы смотрите, но есть такое выражение, что хороших кобелей щенками разбирают. Не я придумала. Но суть ясна. Вы понимаете, да, что лучших мужей, самых завидных женихов, самые правильные, шустрые, ушлые девочки отхватывали именно в вузе, в институте, университете, академии. Как? Я думаю, что многие даже и шли в соответствующие профильные учебные заведения, сами придумали, или мамы их туда отправляли, туда, где можно встретить перспективного, достойного жениха. Вот эти девочки, а вы потом удивлялись. Вот на курсе смотрите на потоки, да, вот у нас так было. Вот смотрите и смотрите, там в курсе на 3-м, на 4-м, то и раньше. Вроде бы обычная девочка, ничем она не отличается. Вот как все. Обычная, нормальная девочка оторвала самого завидного, самого там красивого, умного, подающего надежды профессорского сыночка, и все, женила на себе. Живут, ребеночка родили. Вы все руками разводите. Почему у нее-то получилось? Как так-то? Да? А вот и все. Просто эта девочка знала, что она идет по жизни, она ищет вот именно этого человека. Понимаете, да? У нее был этот образ. Она считала, что она вот хочет такого, на голову выше себя, на порядок богаче себя, в 100 раз умнее себя. Вот и все. Скорее всего, этой девочке была очень правильная мама, которая зря не теряла времени. И всему ее просто научила. Сейчас для большинства из нас университетские времена прошли, но вспомнить вот ту атмосферу, погрузиться вот в ту историю, в общем, никогда не поздно. И тут еще одно наблюдение из моей практики. Вы все знаете, да, что большую часть времени, львиную часть времени, я сейчас прервусь и выброшу этого бесенка в другую часть дома, чтобы он нам не мешал, но все-таки договорю. Что я хотела сказать? Да, вы все знаете, что я гадаю на картах людям, целыми днями разговариваю с кем-то в скайпе, гадаю в скайпе, делаю гадания в записи и, естественно, читаю очень много человеческих историй, запросы, письма, которые девушки, женщины, бабушки мне присылают. И часто встречаются письма вот такие. Перечень сначала из парней. Вася, Петя, Стасик, Владик, Пьер, Арам. Вот такой список, значит, из 8 персон. С этим у меня это, с этим то. Значит, найдите мне из них, из этого списка, кто из них моя судьба и с кем мне... на кого мне положено, типа, допустимо тратить время. Я всегда отвечаю сразу и честно. В этом списке вашей судьбы точно нет. Не может быть, понимаете? Хорошие варианты, хорошие шансы. Судьба восьмикратно размноженную никогда не предлагает. Тот самый, за которого стоит бороться, с которым стоит оставаться, будет один. Возможно, будет второй, очень похожий, примерно сравнимый по ценности, но никогда их не будет 8. И там в этом списке от Ивана до Арама идет такая эклектика, такая разношерстность. То есть один на 20 лет старше, второй на 30 моложе, один в тюрьме, другой, ну не знаю, там, в министерском кресле, да? И я понимаю, что девушка понятия не имеет, чего хочет в жизни. Ни малейшего образа какого-то, никаких настроечек нету. Поэтому блуждает в потьмах и таким образом ничего интересного, действительно достойного для себя в жизни не найдет. Итак, опять обещала коротко, развела тут словословие на час, да, больше полчаса. Итак, 3 пункта, пожалуйста. Обязательно пишите, получилось, не получилось. Обязательно. Прошу вас это сделать. Или не жалуйтесь мне потом, не пишите, не просите гадать, что что-то у меня ничего не получается. Первый пункт. Сбрасываем все вот эти вот настройки лишние, которые
от какого-то другого человека вам достались, непонятно. Это ваши, ну, типа комплексы, что я недостаточно молодая, недостаточно богатая, недостаточно красивая, недостаточно там и так далее. Все обнуляем, прям до нуля. Знаете, как, ну, как на гаджетах. Вы же сбрасываете до заводских настройки, да, на мобильном телефоне, например. Вот. А дальше прям не жалеете время, садитесь и очень упорно по пунктам. Возраст от и до, доход от и до, рост от и до, моральные принципы. Я все время настаиваю именно на моральных принципах. Я думаю, что это намного важнее, чем рост. Вот. Образование ровно, строго такое, высшее, ладно, мало, высшее, техническое. Понимаете, потому что женщина не так различается, а мужчины технари, гуманитарии, физики, лирики, художники и математики очень сильно различаются. Это вообще два мира. Поэтому нравится вам инженерного типа, пишите. Образование высшее техническое, МФТИ, чтобы он закончил, а не Гнесинку, потому что тоже можете очень сильно пролететь. Вот. И так по всем параметрам много. У вас у кого-то много, у кого-то 3 таких критерия будет. Рост, возраст, вес. Все. У кого-то 23. Но тут никакой объективности, никакого объективного подхода, знаете, шаблона распечатанного нет. Все только как вы хотите. И вот второй шаг, да, вы задаете эти новые настроечки. А третий шаг, живете своей обычной жизнью, но к этому образу постоянно возвращаетесь, помните его очень четко. Я говорю, что быстро вы это все забудете, эту работу, поэтому лучше распечатайте какое-то фото из интернета. Нарисуйте, если там подходящего не найдете, хотя бы схематично, и прикрепите какой-то скрепочкой около монитора компьютера вашего на работе. Ох, начальник заревнует. И все коллеги будут вас ревновать, конечно, к этому воображаемому герою. Ну, пусть это будут их проблемы. Вот и все, носите, дальше смотрите, куда вас несет жизнь, приветствуете какие-то перемены. Немного романтики вам, дорогие. Посмотрите, какое замечательное место для чтения любовных романов у меня есть в саду. Или для написания любовных романов. Мне кажется, я в этом бы весьма могла состояться. И к вашим вопросам, гадаю вам на картах, комментарии, которые я вот пока даже закрепила, чтобы не потерять. Лола пишет: в прошлой программе вы собирались ответить на вопрос, получится ли похудеть, но, рассказав про интервальное голодание, карты не достали, не с большими буквами, капслок. Забыли, наверное. Пожалуйста, вернитесь к этому вопросу. Сможем ли похудеть без вреда для здоровья в этом году? Несколько вопросов к самой Лоле. Почему во множественном числе? Сможем ли похудеть без вреда для здоровья в этом году? Почему нет местоимения? Сможем — это кто? Вы о себе во множественном числе говорите? Или у вас какая-то коллективная группа худеющих? А может быть, вы вообще не про себя, может быть, вы за кого-то худеете, переживаете. Но, вы знаете, вот это ваше письмо и вообще вся ситуация — это как сюжет для комедии положений. 2 недели назад, действительно, в одной из программ я рассказала про интервальное голодание. Не погадала, действительно забыла. Но вы не захотели использовать мой совет, да, и проблема осталась у вас на прежнем месте. Если бы вы не услышали гадание, но вы услышали очень хороший, полезный совет – интервальное голодание. И если бы вы ему последовали и интервально голодали бы 2 недели, то сегодня у вас не было бы потребности гадать, проблема разрешилась бы уже, да, вопрос. На интервальном голодании, я думаю, за 2 недели с большим избыточным лишним весом, вы бы сбросили уже 10 килограммов как с куста. И сейчас не повторяли бы ваш вопрос о гадании, а писали бы: о, как здорово, я похудела. Дело в том, Лола, что от гадания любого,
вы не похудеете. Исключено. А вот от интервального голодания похудеете. Но вы выбираете не голодание, а гадание. И к вам вопрос. Вы хотите похудеть или вы хотите гадать о похудении? Подумайте об этом. А в целом же, почему я не люблю гадать вообще вот на такие вещи, как, например, похудение? Девочки, женщины, всем. Потому что, знаете, похудеть – это вот самое легкое в жизни. Это самое простое. Это вот как раз тот самый малюсенький, узенький сегмент в жизни, где не нужно ничего. Не нужна удача, которая нужна везде, в абсолютно других местах. Не нужна поддержка других людей. Нужно только одно – прикрыть ротик. Прикрыть ротик. Свой ротик, заметьте, не чужой. Просто прикрыть ротик. И вуаля! Чудо! Преобразились, вы похудели, вы стали другим человеком. Для вас открылись новые возможности и уровни. Следующий вопрос к Лоле. Откуда вот это вот заблуждение, по-моему, оно из 70-х или, может, 60-х даже, похудеть без вреда для здоровья. Что значит похудеть без вреда для здоровья? Потолстеть без вреда для здоровья. Вот это сложно, вообще невозможно. Но вы задавали такой вопрос, когда набирали лишний вес? Интересно, вот можно ли, вот как бы мне потолстеть и без вреда для здоровья? А похудение не несет вреда здоровью, только польза. Прям вот ровно насколько похудели, настолько же и пользу получили. Откуда это заблуждение? До тех пор, пока в вашей голове вот такой вот шаблон, я не знаю, какой-то ретрограднический шаблон, что похудение связано с болезнями, то вы, конечно, не похудеете. Где вы это вообще услышали-то? Как это? Что это вообще такое? Худеете, приносите безусловную пользу своему здоровью. Надеюсь, все понимают, почему. Поэтому, Лола, вот так вот я вам все рассказала. Приз за настойчивость. Я вам все-таки погадаю. Получится ли у вас, или с кем вы там гадаете, я не знаю, может, у вас большая группа, 12 человек, конечно, множественное число, похудеть без вреда для здоровья в этом году. Какие у вас шансы на это? А вообще всем хочу сказать, всем кто по-здоровому, адекватно видит проблему лишнего веса, проблему похудения. Так много способов похудеть, так много этих диет, так много разных тактик. Вот кто-то интервальное голодание, кто-то наоборот дробное питание. Все работают. Абсолютно все работают. Главное их придерживаться, а не так, как, знаете, в Инстаграме пишут. Я выдержала, исполнила 2-недельную диету за 3 часа. В основном же так люди худеют. А карты говорят буквально следующее. Очень хороший шанс у вас действительно похудеть. По крайней мере, что-то сдвинется, вес будет двигаться. Будут новости для вас на эту тему. Что такое новости в похудении? Да, это новые какие-то знания, новые ваши возможности. И карты говорят, что для вас действительно похудение связано с очень-очень девяточка мечей. Прошу. С очень-очень многими абсолютно напрасными, необоснованными страхами. Вы не худеете, потому что боитесь. И здесь уже отсылка, да, от меня к психосоматике. То есть, безусловно, лишний вес – это не просто так, это спасательный круг, это некая оболочка, дополнительная, знаете, как это защита, как броня, да, которой человек защищается от мира. Я в это свято верю, действительно. Боитесь чего-то. И боитесь чего-то, а кажется, что боитесь
худеть. Знаете, кстати, вот в моей жизни такое было действительно, когда я боялась худеть, могу рассказать, я иногда худела в прежние времена очень сильно, ну, знаете, до прямо вот пограничного состояния, сильного истощения. На меня люди прям вот пальчиками показывали. То есть я даже слышала за своей спиной такие вот на улице, там иду по улице, и одна подружка другой, например, говорит, я слышу, что в меня тычет пальцем и говорит, вот, смотри, вот если ты не начнешь есть, вот ты такая будешь. То есть вот прям фотографировали даже, по-моему, меня. Ну, то есть я вот худела до абсолютного истощения. И у меня в итоге я всегда все-таки потом возвращалась к какому-то более адекватному весу, потому что у меня появлялся страх, что я умру прям буквально. Что если я сейчас какую-то грань тоненькую перейду, уже дальше я похудею настолько, что не смогу обратно поправиться. И у меня прям страх смерти приходил, и я начинала есть, и опять становилась вот такая, какая я есть. А для Лолы, в общем, да, перспективы. Карты не видят результат. Здесь у нас 2 рыцаря. Ситуация очень подвижная. Возможностей много. Люди, кстати, которые на этом пути, на этом поприще вам помогают. Но результата пока нет. Я не могу сказать, получится или не получится. Избавляйтесь от страхов и привлекайте каких-то людей. Верьте каким-то людям. Например, Ольге Филимоновой, которая вам 2 недели назад посоветовала интервальное голодание. Следующий вопрос. Очень интересный. Нола 444 пишет, что ждет меня, если я сейчас приложу все усилия и перееду в США. На родине я несчастна, больше просто нет сил здесь оставаться. Не живу, а существую, нет друзей. Работа нелюбимая. Нет малейшего понятия, что буду делать в другой стране. Хочу семью, детей. Хотелось бы знать, стоит ли игра свеч. Итак, для Нолы гадание. Что ждет вас, если вы сейчас переедете в США? 1, 2, 3. Не зря мысли вас эти посещают. Не зря. Усилий, ну, какие-то придется вам действительно приложить усилия. Карты говорят, что старт слабенький, возможностей мало. 5 пентаклей здесь есть. Карта истощенных ресурсов. Не хватает ресурсов. Буквально денег может не хватать. Ну, это дорогое предприятие. Переезд так далеко за океан. Ресурсы. То есть смотрите сейчас за ресурсами. С чего стоит начать? С привлечения ресурсов. Это могут быть заемные средства или, может быть, помощь родственников. Но то есть сначала нужно подкопить, да, какой-то ракетоноситель себе с топливом подготовить, чтобы потом рвануть, вот так вот взлететь. Вас ждут достаточно хорошие новости на эту тему, то есть проблема решаема. Проблема очень решаема, мозговой штурм нужен. Какой-то нетрадиционный способ, какой-то нетрадиционный выход, какое-то нечто, знаете, такое оригинальное, возможно, авантюрное. Но эта мысль придет. То есть хватит проницательности вашего ума. Ну, дайте это повод для работы серых клеточек. И карта жрица здесь. Конечно, если бы другая какая-то практичная, более реальная карта выпала, я бы сказала, что вас ждут деньги, успех, заработки, семья и так далее. Но жрица немножко уводит нас в сторону от утилитарных представлений. Она говорит, что такой переезд очень хорош, пока не на материальном уровне, для вашей души, для нравственного роста. И вы правильно все чувствуете, слушайте вашу интуицию. Она не случайно вам подсказывает, может быть, даже именно это место, именно этот континент, именно эту страну, куда вам нужно ехать. Это, безусловно, ваш путь. И
у вас получится. Карта жрицы говорит, что это будет стоить ваших усилий, этот переезд, если вы отвлечетесь от сильно материального взгляда, если не будете заранее считать, там, сколько заработаете, заранее не будете, кстати, ждать и семьи, личной жизни, и всего остального. То есть такие помыслы ваши должны быть очень абстрактные, какие-то философские, более интуитивные, не приземленные, чтобы не было, чтобы высшие силы и работники консульства не увидели у вас сильно корыстных мотивов. Работники консульства, которые визы выдают. Сотрудники, правильно сказать. У меня помеченные здесь Алсу Жилкибаева пишет: перестала себя терзать мыслями, что сын растет практически без воспитания отца. Муж работает вахтовым методом. Месяц дома, месяц на работе. Мы в браке 13 лет. Ребенок появился 2 года назад благодаря процедуре ЭКО. Врачи не установили причину бесплодия. Спросите, будет ли у нас второй ребенок естественным путем. Алсу, еще раз скажу, не переживайте, что у вас ребенок растет без отца. Вот у корейцев, например, так положено. Ребенок вообще не видит отца. Понятия не имеет, что у него есть отец. До 6 или 10 лет. Вот я сейчас не помню. Но вы знаете, что в традиционно корейских семьях мужчина и женщина живут отдельно. У них разные половины дома, либо разные даже дома, кто побогаче. Ребеночек родится, живет только с мамой. Никакого папиного участия там вообще нет. Просто не помню точно, до 6 или до 10 лет. А потом, вот когда он достигает, то есть какой-то момент инициации, там это даже обряд, какой-то большой семейный праздник с гостями, ребеночек передает уже папе. И он уже маму не видит. Дальше папа его учит быть там мужчиной, ну не знаю, что там, охотиться, деньги зарабатывать и так далее. Поэтому не переживайте. 3 карты. Будет ли у Алсу и ее мужа ребенок второй естественным путем? 1, 2. Очень много вопросов сегодня, конечно, интересных. Спасибо, что написали. Мужчины здесь появляются. Здесь король кубков, мужской персонаж. Обратите внимание на вашего мужа. Скорее всего, это он. Ваш муж, его портрет может быть причиной, почему не родится ребенок естественным путем, как бы в нем. Но да, удача вас ждет. Безусловно, ребенок будет. Начало пути, начало новой жизни. Очень такой выбранный, осознанный. Вам в этом деле повезет. Слушайте мужа, смотрите на мужа, читайте внимательно анализы мужа, и все получится. Вот очень интересное письмо. Не вижу, я здесь есть ответ или нет, но письмо я вам должна прочитать, потому что я уверена, у вас тоже много таких подруг. Дарья пишет: про поднять планку просто в точку. Была у меня одна подруга, которая, здесь ключевое слово «была», слава богу. Таких подруг нам не надо. Которая все советовала мне эту планку опустить. Причем еще извительно так, мол, ой, ну видишь же, не нужна ты никому. Все на каких-то уникальных смотришь. Я прям, знаете, в лицах читаю, потому что я это очень живо вижу, такую подругу. У меня таких не было. Но я все равно представляю. А я выгляжу отлично, пишет Дарья. Занимаюсь спортом, защитила диссертацию, посетила 30 стран и так далее. И было мне на тот момент всего 25 лет. Детство. А при рассказе о себе и своих отношениях она всегда добавляла, что вот она-то счастлива с простым парнем, только вот одевается он плохо, и в театр с ним не сходишь, потому что стыдно. И работает он простым рабочим, а по вечерам пьет пиво перед телевизором. При этом она сама с хорошим образованием и следит за собой. Так вот, через пару лет они расстались, потому что не смогла она его терпеть. Ну еще бы. Пиво перед телевизором. Вообще пиво. Потому что телевизор не принципиально. Но ее совет все равно не изменился. А ты планку снижай. Собственно, в нашей дружбе последний совет это и был. Ну, Дарья, это вообще не подруги. Это какие-то случайные люди, которые вас почему-то окружили.
именно окружили, взяли в кольцо. Правильно, что вы расстались. Если у кого-то остались вопросы насчет снижения планки, мне кажется, я исчерпывающе рассказала обо всем именно в прошлой прямо программе. Там даже она так и называется, по-моему, приказ поднять планку. Вот. И всем хочу сказать, девушкам, не нужно окружать себя токсичными людьми. Вы не представляете, сколько вреда в жизни вам действительно приносят вот эти вот подруги, которые вас не любят, которые вам завидуют, потому что вы лучше. Вы не представляете. Вам кажется, что, ну ладно, сказали гадость, вы обтекли и дальше пошли, да? Нет. Понимаете, вот эти чужие мысли, чужие ожидания для вас, чужие, тем более, слова, знаете, как грязные тряпки оседают на ваших тонких телах, понимаете? И вот вы с ними таскаетесь, потом не можете понять, почему у вас проблемы со здоровьем. Вы то задыхаетесь, то у вас бессонница, то прыщи, то это все вот это все висит на этом. Поэтому нет, общаться, дружить, тем более только можно с людьми, которые вас по-настоящему любят, желают вам счастья, ни при каких обстоятельствах вот ничего подобного вам сказать не могут, посоветовать не могут. Танюша Фанаш. Мне кажется, что я неправильно читаю. Танюша Фанаш пишет. Вы поразили меня, когда сказали, что у вас полно обуви, которую вы никогда не будете носить. Музейные экспонаты. У меня такая же страсть. Но сегодня, изучив ваш рост и продемонстрировав ваше предпочтение в выборе модели, я не удержалась и начала писать комментарии. Мой рост 180. Ого! Надеюсь, все понятно. Помимо моих восторгов, есть вопрос. Вопрос от Танюши вот такой. Выйду ли я замуж в 3-й раз? И будет ли, наконец, в моей жизни эта заветная восторженность друг другом? И как раз то, о чем вы нам вещаете. Татьяна, Водолей по Солнцу, 56 лет. Татьяна, Танюша, для вас я задаю картам вопрос. Ваш 3-й брак, да, мы ждем 3-го брака. Но вам уже повезло, смотрите, дважды, да? Раз, два, три. Ого! Да, очень близко мужчина, очень близко находится. То есть у вас брак, прям, я стесняюсь, конечно, не знаю, через месяц, может быть. Прям вот брак, знаете, карта отшельника в определенных сочетаниях, в определенном соседстве, а здесь у нас соседом к ней выпадает король кубков, любящий мужчина, влюбленный, романтичный, обозначает буквально следующее. Девушка одна не останется, а выйдет замуж в самом скором времени. Вот и все. Портрет мужчины. Так, вы Водолей. Хорошо. Рыцарь кубков. Ой, король кубков. Король кубков. Водный мужчина, может быть, водной масти, то есть рак, скорпион или рыбы. В 2 словах только скажу, что рыбы идеально для вас. Вообще лучшие пары во всем зодиаке. Вот есть во всем зодиаке 2 совершенно идеальные пары. Это Весы и Стрелец. Это золотое сечение пара называется. И вторая, чаша Грааля, по-моему, это Водолей и Рыба. Это попадание в абсолютное яблочко. Итак, если этот водный герой, ну, любящий мужчина, будет рыбами идеально, если Скорпион, то, конечно, тяжеловато будет. Рак тоже, ну, там, возможно, варианты. Ну, рыба идеально. Вот, мужчина очень рядом, этот любящий, возможно, вы его уже знаете, и у него чувства к вам вполне сформировались. И рыцарь мечей здесь есть, он подчеркивает скорость происходящего, то есть это быстро произойдет, знаете, как внезапно, как молния, как снег на голову, с чем угодно сравните. В общем, очень-очень скоро Татьяна выйдет замуж в 3-й раз.
По легенде, в Древнем Китае существовала такая казнь, казнь бамбуком. Провинившегося преступника фиксировали на земле, привязывали как-то, чтобы он не мог сбежать, на росток бамбука. И этот бамбук со страшной скоростью и со страшной силой сквозь его тело прорастал. Я очень в эту легенду верю, потому что, вот видите, у меня новый бамбуковый лес вырос буквально за 2 недели. Я вам клянусь, вот эти вот молодые бамбуки, еще 2 недели назад были малюсенькими ростками, мешали мне вешать белье. Я об них спотыкалась. А теперь, видите, как они выросли. Поразительно быстро, поразительно. Наталья задает вопрос картам. Что нужно сделать, чтобы выйти замуж за хорошего мужчину? Я ни разу не была замужем и сейчас очень хочу создать семью. Какой совет мне дадут карты? Что нужно сделать? Какого мужчину выбрать для создания семьи? Мой день рождения 9 июля 1988 года. Наталья. Я рассказала, что вам надо сделать для начала, чтобы встретить того самого идеального, хорошего мужчину. Задать очень нужные параметры. Как только вы эти параметры правильно зададите, четкий образ у вас выкристаллизуется в сознании. Вы поймете, вы заметите, что в вашей обычной, привычной жизни, на ваших дорогах, на тех дорогах, где вы ходите каждый день, такие мужчины просто не водятся. Это невозможно. Поэтому вы их не встречаете, поэтому замуж не выходите. Ну а дальше уже, опять же, судьба, интуиция ваша вас должна вывести в те места, где искомые персонажи попадаются. Ваш день рождения 9 июля, то есть по Солнцу вы рак. Мы сейчас пока не вникаем в детали вашего гороскопа рождения, вашей космограммы, но могу сказать, что идеально для вас, поскольку у вас у самой, как у рака солнечного, большой очень семейный потенциал. Вы такая архетип матери, женщина-мать, женщина-хозяйка, идеальная жена. И по этой причине вам очень многие мужчины подойдут. Многие подойдут, потому что вы можете работать головой, сердцем, руками на благо семьи, ну, как бы за двоих, понимаете, да? В этом есть определенные риски. Могут подтягиваться инфантильные такие мальчики, маменькины сынки, несостоявшиеся, несостоятельные, потому что вы слишком состоявшиеся, вы слишком заботливая, может быть, опекающая. Это всем женщинам раком, абсолютно всем свойственно. Особенно вот тем, кто в середине периода родился, то есть истинные раки в середине периода родились. Но посмотрим, что скажут карты, что вам нужно именно сделать, вот именно вам конкретно, что всем мы поняли, что конкретно вам... Ой, переворачивается. Ага, карта перевернулась. Похоже, вы знаете на самом деле, что вам делать. Так, 3 карты. Раз. Да. Во-первых, начинается все с туза, вам действительно есть что делать. Вы что-то можете сделать. Не всегда. Не всегда. Такое бывает. Вы действительно можете что-то и должны. Вам надо очень сильно поторопиться выздороветь, карты говорят. Ну, знаете, выздороветь — это достаточно такой пространный совет. Если действительно есть от чего лечиться, то значит это совет вылечиться, что-то вылечить в буквальном смысле. Но здесь выздороветь возможно от, скорее, массы заблуждений каких-то, с этим связанных. Все в ваших руках. Возможности есть сейчас или в самом скором времени придут, как информация, как человек, как повод для самосовершенствования. И есть какая-то, знаете, такая серьезная, глубокая тайна в вас,
в вашей жизни, прошлой, или, может быть, в вашем подсознании, тайна болезненная, тяжелая, какая-то странная, и вам надо ее вот вскрыть. В данном случае вот этот вот меч из туза может олицетворять, может быть прочитан как скальпель. То есть вы должны вот взять как скальпель и, не боясь, без страха, решительно вскрыть вот этот вот клубок страхов, комплексов, каких-то предубеждений. И, вероятно, этого много. Запутанное или запущенное подсознание, больное, болезненное. Это может быть и прошлый негативный опыт ваш каких-то в отношениях, может быть что-то вообще неосознанное, там, родом из детства или из прошлой жизни. Я думаю, что хороший психолог или хороший психоаналитик – это то, с чего стоит начать. Но точно надо обратить внимание на себя, а не на внешний мир. В этом ценность совета карт. Да? То есть вам не надо ехать куда-то, не нужно вписываться в какой-то новый социум, в какую-то новую популяцию людей. Нет. Только на себя взгляд. Есть там что-то такое. Как только вскроете эту шкатулку с секретом, сразу же расчистятся горизонты. Не факт, что сразу выйти замуж, но, по крайней мере, будет понятно уже, куда идти, куда смотреть и чем заниматься. Некоторые вопросы очень хорошие, но очень длинные. Я просто не смогу их прочитать в эфире, потому что да, надо, чтобы все слушали, чтобы всем было интересно. И следующий вопрос. Вот да, вот совсем другая тема. Давайте немного переключимся. Мой вопрос без истории и короткий. Пишет Вера: смогу ли я начать свой новый бизнес и принесет ли мне это желаемый доход? Или мне лучше поискать другие источники дохода? А может быть, заняться тем же, чем я сейчас зарабатываю, говорит Вера. Но не говорит, чем она зарабатывает. Это, знаете, известный такой жизненный принцип, популярный, да? Говорят: живи так, чтобы никто не знал, почему ты худая и откуда у тебя деньги. Дата рождения 8 мая 70-го года. Ну, понятно, Вера Телец. Тельцы самые скрытные люди Вселенной. Тельцы. Особенно вот эти в середине периода, видите, здесь начало мая, это страшные люди, они очень скрытные, они все скрывают абсолютно. Вот, кстати, тот мальчик, про которого в прошлой программе я рассказала, мой герой, не герой из сна, он вот как раз такой майский телец. Может быть, в этом какая-то тоже разгадочка есть. И так, Вера, ваш новый бизнес, стоит ли именно сейчас его начинать, будет ли доход? Раз, два, три. Хо! И вы еще спрашиваете? Конечно, конечно будет. Вам выпадают две крупные денежные карты, прям подряд. Аж, ох, это редкая пара. Король пентаклей. Достаток, уверенность в будущем, хорошее сбережение и десятка пентаклей. То есть заработки гарантированные и даже сверх меры возможен коллективный доход. То есть ваш вначале маленький бизнес будет разрастаться, обрастать подробностями, зданиями, недвижимостью, филиалами, какими-то новыми командами, коллективами, отделами и так далее. То есть для вас сейчас начало нового бизнеса
прямо путь к очень хорошему достатку. Не теряйте время, однако несколько в другую сторону оттягивает нас папа. Первосвященник, иерофант здесь появляется. Начинайте бизнес, он будет денежный, но не думайте о деньгах, думайте о чем-то другом, высоком, о пользе, которую вы людям сможете принести через этот бизнес. То есть иерофант, понимаете, с одной стороны вас благословляет на этот бизнес, а с другой стороны очень-очень низводит до нулевого уровня все ваши вот эти именно материальные, корыстные, шкурные устремления. Это карта и совет для вас обратиться за советом, за помощью, за какой-то рекомендацией или за благословением к старшему человеку, старшему по духу или по возрасту, к некому духовному отцу, к некому какому-то духовному наставнику. Эта карта может здесь описывать и духовную идею, знаете, старшую, какую-то вот коллективную такую вот идею. То есть должен быть непростой бизнес, очень не, ну как бы знаете, не прикладной, не мелкий. Он должен в принципе быть включенным в сеть вот эту вот общую какую-то планетарную. Вы должны делать то, что много людей делают на планете, и скорее всего это то, что эту планету улучшает. Вот как могла, рассказала. Да. Следующий вопрос. Ольга Глинчук пишет: спросите, пожалуйста, у карт, воссоединимся ли мы с Валентином? Вот, кстати, очень хорошо, что вы пишете имя, очень хорошо. Вообще для гадания нужны имена. Если хотите сохранять инкогнито, пишите вымышленные имена, но картам все равно надо называть имена. Итак, воссоединимся ли мы с Валентином как любовная пара после окончания войны? Не растеряем ли чувства и интерес друг к другу? Очень много. Это великая боль, конечно, то, что происходит сейчас, великая боль. И много сюжетов, вы знаете, да, вот в советских фильмов было, прекрасные фильмы про то, как людей разводила именно война, но и сводила, как они после войны встречались через какое-то время. Замечательные есть фильмы, то есть был бы какой-то романтизм, да, в этой теме, если бы это не было так безобразно, так ужасно и так трагично. Итак, Ольга и Валентин. После окончания войны что вас ждет на двоих? 2, 3. Встретитесь точно. Возвращение, да, встретитесь точно. Именно воссоединитесь. Вот ключевое слово, да, воссоединитесь, причем не просто как любовная пара, ваш союз даже станет крепче, и, возможно, вас ждет и общий дом. Общий дом как строение. То есть здесь есть набор каких-то несгораемых обязательств, чувств, привязанности между вами. Это уже никуда не денется. Это то, что вы в паре по отношению друг к другу заработали, и теперь, куда бы вы ни бежали, куда бы вы от этого ни девались, это все равно будет с вами и будет железно, крепко вас держать. Общий дом, я даже подозреваю, встречи, будете вместе. Вы очень связаны, очень друг с другом связаны. Теми же обязательствами или той же любовью, связаны по рукам и ногам. В общем, такой прогноз. Вам карта говорит: да вам некуда, откуда ваш вопрос, вам некуда друг от друга деваться. Но карт именно про чувства, понимаете, у вас же второй вопрос здесь есть. Про чувства карт нету. Не в защите. То есть чувства ли вас сведут? Скорее карты говорят, что вы после этой войны друг без друга не обойдетесь. Вы очень сильно будете друг другу нужны. Возможно, вы окажетесь друг для друга единственными людьми, на которых можно положиться и которым можно доверять. Чувства – это другая тема, это там. В общем, разбирайтесь сами.
Вот вопрос Лола Александрова. Он о привязанности. У меня вопрос про думать о человеке, это в кавычках. У меня из головы не выходит мужчина, дня не проходит, чтобы я о нем не думала. Живу при этом своей жизнью, вокруг другие мужчины, все вроде хорошо, но в голове только он. Значит ли это, что он думает обо мне постоянно, или это теория нерабочая? Искала в нем все плохие качества, уговаривала себя, что он далеко не идеален, да? Собака на синем, Лопе де Вега. Но со временем лишь убеждаюсь, что он для меня лучший. Ощущаю себя недостойной его и продолжаю жить с мыслями о нем. И спросите карты, какие эмоции, думает ли он обо мне, значу ли я в его жизни столько же, сколько он в моей, или это просто эпизод. И мне стоит хирургическим путем избавляться от этих мыслей. Лола, 19 октября родилась, мужчину зовут Алексей, он родился 29 февраля. Ну что ж, с удовольствием отвечаю на ваш вопрос. Бывает такое, конечно, что человек не идет из головы. Что это значит? Вначале немного теории. Конечно, то, что вы думаете о нем, совсем не значит, что он думает о вас. Понимаете, да? То есть это... Давайте это назовем, опять же, эффектом Джонни Деппа, да? Вот я, знаете, часто думаю о Джонни Деппе в последнее время, да? Смотрю фильмы с его участием, но я почему-то подозреваю, что он не думает обо мне. Вот мне так кажется все-таки. Поэтому тут далеко не факт. Посмотрим, что скажут карты. Хотя я бы не рекомендовала в случае отрицательного ответа вам, Лола, непременно хирургическим путем избавляться от этих мыслей. А зачем? Чем они вам мешают? Они вам украшают жизнь. Нечто приятное. Понимаете, центр удовольствия у вас этими мыслями все равно же раздражается. Вам приятно о нем думать. Вот представьте, я представляю, да, вы сидите на работе, окружены явно не своими людьми, неинтересными вам. Если были бы интересны, вы бы уже другого принца давно выбрали, да? И вот на жизнь жизнью скучно, как сказал один тоже очень популярный киношный персонаж, известный. Жить жизнью скучно, понимаете? А внутри вас идет какая-то другая жизнь. Вы вспоминаете этого идеального мужчину, переживаете какие-то связанные с ним моменты. Почему? Это неплохо. Зачем избавляться? Зачем? Это же может вдохновлять и на творчество, и на жизнь, в конце концов. Я против избавляться. Избавляться надо хирургическим путем от плохих мыслей. Когда вам постоянно в голову неприятный человек лезет. Понимаете, да? Вот это надо избавляться, это разрушает. А вас, может, возвышает это. Я себя под Лениным чищу, знаменитый есть стих, да? Может, вы себя чистите? Вот вы же написали, что ощущаю себя недостойной его. Может, вы живете лучше и правильнее становитесь благодаря тому, что в вашей голове сидит этот идеал, эта картина, этот портрет на стене. 3 карты. Как он к вам относится, этот самый Алексей? 1, 2, 3. Относится своеобразно. По поводу дат рождения я скажу, что ну вы, получается, весы, да, по солнцу, а он, получается, рыбы. Ой, это отличная пара. Теоретически, в теории, если не копаться в глубине сибирских руд, во глубине ваших натальных карт, то отличная пара. Относится к вам этот человек, ну, во-первых, неплохо. Начнем с того, что у него нет к вам претензий, злости, ненависти, какого-то холодного равнодушия. Достаточно хорошо относится. Но он относится к вам как ко многим. Он к вам относится как бы в составе других людей. То есть так как к вам он к вам относится хорошо, но так же как к вам он относится еще ко многим людям. Вот что я хочу сказать. Он вообще, вы у него не на каком-то персональном отдельном месте в голове и в сердце, а вот в каком-то общем списке. Пусть это хороший список, это список приглашенных, список приближенных, список доверенных людей, но там еще много таких людей, понимаете? Вот. Если там говорить, замечает ли он вас как девушку, скорее всего, да. Но
на этом же уровне он еще многих девушек замечает. То есть вы в неком коллективе, неплохом, в некоторой очереди. Вот. А лично вас, как персону, вот как персонажа, он не видит, потому что пока не знает. Общий совет карт: все возможно, все возможно. Дайте этому человеку просто вас лучше узнать. Вам надо оказаться к нему ближе, чтобы он выбрал вас, выделил из общего вот какого-то такого набора, списка здесь, потому что фигурирует, знаете, такой коллективный интерес. То есть общие друзья, общий коллектив, или хотя бы один общий друг, какой-то общий знакомый. Вот. Кстати, к этим же общим друзьям и к другим людям можете прибегнуть за помощью, чтобы они вас как-то познакомили, свели с Алексеем. Ну что ж, я боюсь, что по техническим причинам, мы исчерпали время, допустимое для съемки видео моего в таком формате. Я еще раз вас очень сильно, прям бесконечно благодарю за ваши комментарии, вопросы, за то, что вы смотрите, пишете, хвалите. Я страшно рада всегда вас видеть. Я страшно хочу перевести наше общение в формат прямого эфира. И пишите, не забывайте, что основная тема моей программы сегодня — где же их идеальных-то взять? Пишите, что у вас получилось. Вот когда вы задавали программу, задавали определенную реальность для того, чтобы найти идеального мужчину себе. Спасибо.